Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из MarkWiz в Retail CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из MarkWiz в другие системы. Например, в Retail CRM вести учет данных из MarkWiz удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkWiz. Теперь необходимо указать действие «Получить квизы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт MarkWiz к системе Apex Drive. Вы можете дать ему название, если необходимо, или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на который будут поступать данные с платформы MarkWiz, и перейдите в ваш личный кабинет MarkWiz. Далее в разделе «Мои квизы» перейдите в раздел «Редактировать». Выберите раздел интеграции, Webhooks и добавьте Hook. Далее вставьте скопированную ранее ссылку и обязательно сохраните настройки. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить ваш квиз, для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Retail CRM. Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить ваш Retail CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать домен и API-ключ. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Теперь необходимо перейти в раздел «Настройки». Далее в разделе «Интеграции» выбрать ключи доступа к API. В этом окне необходимо добавить или использовать уже созданные ключи для доступа к API. Выберите тип доступа в зависимости от того, каким магазинам вы хотите его предоставить. Обратите внимание, чтобы были включены все галочки. После того, как вы убедились, что все включено, кликаем «Сохранить». Далее скопируйте API-ключ и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Retail CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!